Приветствую вас, друзья, на канале Bizarre World. Меня зовут Макс. Российская империя была третьей по площади из когда-либо существующих государств мира, после Британской и Монгольской империй, площадью почти 23 миллиона квадратных километров, с населением более чем в 180 миллионов человек. Империя, если посмотреть на нее на карте, занимала почти половину Евразии. В отличие от Британской империи, где десятки и сотни колоний были разбросаны по карте мира, Российская империя выглядит единой страной, если не считать отдаленные Аляски. Но, как оказалось, и русские колонии были в свое время и в Америке, и в Африке, и даже на территории Германии. Вот как раз о таких малоизвестных колониях России я и хотел бы вам сегодня рассказать. Присаживайтесь поудобнее. Погнали! Не только у американцев были Гавайи, были и русские Гавайи. В 1815 году российско-американская компания, заведовавшая тогда Аляской и Камчаткой, добилась соглашения с вождем гавайского острова Кауаи. По договору тот вместе с подвластным ему населением поступал под покровительство России. Заведовал обустройством новой колонии немец на русской службе Георг Антон Шеффер. Через год силами местных жителей были построены 3 крепости, названные в честь Александра I, его жены императрицы Елизаветы и Барклая де Толли. До наших дней сохранились лишь остатки каменного фундамента Елизаветинской крепости. Река Ханапепе была переименована в Дон. Да-да, местные вожди получили русские фамилии: Платов, Воронцов. К сожалению, центральное правительство не оценило важность нового приобретения. Из Петербурга пришел следующий вердикт: «Государь-император, извольте полагать, что приобретение сил островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принести России никакой существенной пользы, но и напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами». Так созданная в рекордные сроки русская колония оказалась фактически брошенной на произвол судьбы. В отличие от царя Александра I, американцы очень даже оценили важность островов и принялись активно выживать оттуда русских. В селении Ваймея американские моряки предприняли попытку спустить российский флаг, но знамя защитили гавайские войны. А уже в июне 1817 года, после вооруженного столкновения, в котором 3 русских и несколько гавайцев были убиты, русские колонисты были уже вынуждены покинуть Гавайи и вернуться на Аляску. Русский форт Росс. Русские колонии на Аляске, территории с суровым климатом, страдали от нехватки продовольствия. Чтобы улучшить ситуацию, с 1808 по 1812 года были организованы экспедиции в Калифорнию для поиска плодородных земель. Наконец, весной 1812 года подходящее место было найдено. 25 русских колонистов и 90 алеутов основали укрепленное поселение, названное Росс. В то время Калифорнией владели испанцы, но территории практически не были ими колонизированы. Так, Сан-Франциско, находящийся в 80 километров южнее русской колонии, был всего лишь небольшим католическим мессией. Реальными хозяевами территории, на которой поселились русские, были лишь индейцы. У них-то и были куплены земли за 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги и несколько ниток бус. Крепость Росс была самым южным российским поселением в Северной Америке. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке. В окрестностях стали появляться русские названия: река Славянка, современная Russian River, залив Румянцево, современно он называется залив Бодега,
За свое время существования крепость ни разу не подвергалась нападению испанцев, а с 1821 года мексиканцев поблизости практически не было, а с индейцами поддерживались более-менее мирные отношения. Все время своего существования колония была убыточной для российско-американских компаний, и в 1841 году ее продали гражданину Мексики и швейцарского происхождения Джону Саттеру. Так русская колония Форт-Росси прекратила свое существование. Русское Сомали. 10 декабря 1888 года из Одессы отплыл пароход со 150 тюркскими казаками-добровольцами на борту. Возглавлял отряд авантюрист Николай Ашинов. Целью экспедиции было заявлено сопровождение духовной миссии в христианскую Абиссинию, Эфиопия. Уже в 1889 году отряд Ашинова высадился на берегу французской Сомали. Современно это территория Джибути. Французы полагали, что целью русской экспедиции действительно является Абиссиния, и не препятствовали русскому отряду. Но, к их удивлению, Ашинов нашел в окрестностях заброшенный египетский форт Сагалья и стал там обустраиваться. Форт был переименован в Новую Москву или станицу Московскую, а земля на 50 верст по берегу и 100 верст вглубь была объявлена российской территорией. Прибывший в крепость французский офицер потребовал в кратчайшие сроки покинуть Сагало. Ашинов отказался. Франция тогда находилась в союзных отношениях с Россией, и местные власти не решились на самостоятельные действия по выдворению со своих территорий непрошенных гостей. Началась напряженная переписка между Парижем и Петербургом. Император Александр отреагировал на авантюру Ашинова довольно резко. «Непременно надо скорее убрать этого скота Ашинова оттуда. Он только компрометирует нас, и стыдно будет нам за его деятельность». Французскому правительству было сообщено, что Россия не будет против, если Франция примет меры по выдворению русского отряда со своей территории. Получив карт-бланш от русского правительства, французы направили к Сагало эскадру в составе крейсера и 3 канонеров. После того, как Ашинов, очевидно не понимая серьезности положения, вновь отказался подчиняться требованиям французов, те начали обстреливать крепость. Несколько русских было убито и ранено. Наконец, над Сагало в качестве белого флага подняли рубаху Ашинова. Поселенцы были переданы прибывшему за ним русскому военному кораблю «Забияка», уведшему их на родину, и, собственно, там уже с ними все порешали. Вот так и закончилась африканская, так сказать, колония России. По сути, Ашинов делал все для России, а видите, пострадал в итоге. Ну и не менее удивительная колония – русский Евер, или княжество Евер. На берегу Северного моря находится небольшой немецкий городок Евер, в котором варят крепкое пиво Чайвер Пилзнер. Если вам нет 18 лет, закройте уши, срочно. И между прочим, на этом пиве вполне могла быть надпись «Сделано в России». Дело в том, что когда-то этот город принадлежал Российской империи. В 17 веке город был во владении Анхальт-Цербской князей. К этому же роду принадлежали и София Августа Фредерика, более известная у нас как императрица российская Екатерина II. Поэтому, когда в 1793 году умер последний князь Анхальт-Цербский, Евер унаследовала его единственная сестра, царица Екатерина. Город стал частью Российской империи. Но городок Евер недолго оставался под российской короной, до 1807 года, когда его оккупировал Наполеон. В 1813 уже году французские войска из города были изгнаны, и он вновь стал российским. Но опять же ненадолго. Уже в 1818 году Александр I уступил его своим родственникам, герцогам соседнего Ольденбурга. На этом такая небольшая колония в Германии Евер прекратила свое существование. Осталась даже монета того русского княжества.
Евер 1/2 талера 1798 года. Поглядите. Прикольно, да? В общем, друзья, пусть и не получилось создать Российской империи какую-то колониальную империю, но на удивление попытки ее создать, как мы видим, были. По разным причинам они не состоялись. А теперь внимание, вы только представьте, если бы Российская империя ко всем своим, так сказать, территориям имеющимся еще прибавила бы несколько сотен колоний. Тогда явно Британская империя стояла бы в сторонке и плакала от зависти. Если тебе понравился выпуск, оцени его лайком и подпишись на канал Bizarre World. Всех с наступающим Новым Годом! И да, не забывайте в комментариях написать, что вы думаете по поводу увиденного. А мне на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.